Друзья, пока вы хохотали, я сходил в кафе «Кавказ». Видите его вот там, вот оно. В общем, покушал хорошо, взял борщ, оливье и ребрышки бараньи. И с собой еще взял солянку, бефстроганов, оливье, который вообще я съел только одну ложку, и семечки я взял, и еще взял банку сгущенки и компот вишневый, грузинский. Всем грузинам привет передаю большой. Спасибо за компот, друзья. Очень вкусно. Все как обычно. Как обычно, все очень вкусно. Главное, чтобы не замерз у меня компотик. Сгущ белорусский, Рогачев. Все как мы любим. Не знаю, зачем взял. Буду кушать, наверное. Ну, а все солянку я еще взял, бефстроганов, видите, в контейнере с собой, чтобы кушать. Соляночка. Я помню, я тогда ее навернул, как хорошо было, вкусненько мне вообще. Мама дорогая. И оливьешечка. Все это уходит в холодильник. А, еще лепешка. Все это уходит в холодильник и ждет своего часа. Я так понимаю, завтра. Все, мне можно вообще ни в какие рестораны никуда не заезжать. Не знаю, сколько времени, короче. У меня еды полным-полно вообще. Самое главное, семечки, которые помогают ехать по ночам, наслаждаться ночными видами Америки, скажем так. Вот такие новости, друзья. Все это пока вы спали. Кстати, вчера на заправке Pilot, так как я считаюсь профессиональным водителем, у нас в приложении там есть, пайлотовском, есть такая штука, там специальный оффер. То есть каждый день что-то новое они подают. И вчера они мне дали бутылку воды бесплатно. Вот такую бутылку воды и две такие штуки за $3. Всем доброе утро, друзья. Пока для вас прошла 1 секунда, я уже оказался в Бронксе. Это Нью-Йорк. И сейчас мне надо ехать на верхний Нью-Йорк, так сказать. Для того, чтобы попасть мне на верхний Нью-Йорк, нужно заехать на трассу I-95. Это такая интерстейт, которая идет от Майамки наверх туда, до Канады. Вот. Немножко покажу вам Бронкс. Погодка прямо радует. Ну, Бронкс вы увидите, к сожалению, только вот таким. Но на самом деле здесь ужасные дороги, просто отвратительные. И я ночевал в таком месте, где какие-то клубы или что. И вчера ходили пьющие мальчики, девочки, такие прям хорошие. Вот, веселились, видимо, после вчерашнего. Вот, ну и сам по себе городок, видите, дороги просто отвратительные. То есть я не знаю, кто выбирает для жизни Бронкс или там вообще Нью-Йорк. Это просто жесть. Прямо вообще, я не знаю, как можно тут жить. Трава вечно не кошена, все в мусоре. Ну, я не знаю, тут то ли народу дофига, то ли власть как-то вообще не заботится о городе. Прямо все платно, все дороги платно, там все платно, там парковка платна, все платно, но как бы качество этого всего это просто вообще невероятно дерьмовое. Куда вот ехать, хер поймешь. Наверное, вот сюда. Вот. Видите, все в каком-то говне, все прямо мне не нравится ни Бронкс, ни Нью-Йорк.
В Нью-Йорке только Манхэттен хороший, а все остальное, ну, прям такое себе. Вот, поэтому я не хочу жить ни в Бронксе, ни в Нью-Йорке. Вот такие дела. Видите, еще деваю немножко. Вот, но надо сейчас выезжать будет. Народу немерено, машин просто ад. Дороги отвратительнейшие. Ну, вот это, наверное, Нью-Йорк – это рекордсмен по дерьмовым дорогам просто. Вот, и по всяким водятлам, которые не поймут, то ли уступают дорогу, блядь, то ли не уступают дорогу. И мы в итоге въехали в пробочку. Прекрасно. Какие-то вот у них развязки, вот эти вот прям, вот все через жопу как-то, честно говоря, сделано. Вообще не нравится. Вообще. На легковой-то машине не очень ездить. Представляю, как его тут на грузовой гонять. Вообще, наверное, ад кромешный. Вот такие дела. Тут живет, конечно, куча народу. Просто. Чего все сюда прутся, я не понимаю. Вот реально. Самый натуральный бомжатник какой-то. Напишите, если я не прав. Если вам, может быть, нравится Бронкс. Наверное, и такие извращенцы существуют. Вот такая вот эта Interstate 95. Вообще просто народу немерено, куда все прутся. Суббота, утро. Время 9 часов утра, чтобы вы понимали. Сегодня суббота. Ребята, куда вы все едете? Зачем вы все едете? Конечно же, и тут встречаются свои объездуны. Видите, правый ряд стоит, чтобы повернуть на Парквей. И находятся вот те, кто объезжает эту пробку и вклинивается. Вот так вот. Так что гондонов и тут хватает. Не надо думать, что тут их нет. Ну вот посмотрите, даже в такой погожий денек, да, солнечный, красивый. Ну вот поправьте меня, если не прав. Но все кажется каким-то серым таким, немножко вот грязным, что ли, я не знаю, даже дома, заборы, все, то есть, ну, что здесь хорошего, я не понимаю вообще. Зачем сюда все едут жить? Жить. Ладно, ты заехал, выехал там, полбеды, а жить здесь, да. Мне не понять. Итак, наконец-то я приехал на трак-стоп, чтобы перекусить. Я с утра уже попотчевался салатом оливье, потому что было что-то лень все доставать. Я вспомнил, что у меня есть булка из Кавказа, поэтому сейчас я сделаю себе бутерброд и покушаю его. Я напоминаю, что у меня есть сырок и мясо, которое я вчера прикупил в Walmart.
Поэтому сейчас сделаем себе вкусный бутер и похаваем. Такой бардачелло у меня в машине, это просто жесть. Все никак руки не доходят прибраться. Но сегодня у меня будет, ну завтра точнее, день отдыха небольшого, поэтому я приберусь. И наведу тут такой порядок, что вы обалдеете. Раскрыл мясо и потек сок оттуда. Забрызгал мне тут немножко сиденья, панельку. Я все вытер. Потом еще влажными салфеточками все вытру. И будет чеки-поки все. Так, мясо я переложу сразу же в контейнер, чтобы оно тут у меня не болталось, не разливалось больше. Можно спокойно поесть. Я взял кофейку, так называемой санины с Пайлота. Колумбиан кофе. Ну, вполне себе даже приличный, я хочу сказать, по сравнению там с другими кофеями. Два кусочка сыра. В общем, ребята, вот такие дела. Сейчас поеду в штат Мэриленд, как я уже говорил, в сторону города Балтимор. Там и оттуда поеду дальше на штат Мичиган. Помните, я вам показывал уже штат Мичиган? Очень красивый штат. Природа обалденная. Как вам кусочек мяса? Вот такой небольшой бутербродик получился. Не факт, что я его весь ем. Замороженная булка. Что может быть лучше? Ничего. Еще у меня есть печенюги, которые я тоже купил в Walmart. Сейчас вам покажу штат Нью-Йорк. Природа. Итак, друзья, мы с вами находимся в штате Нью-Йорк. Штат Нью-Йорк — это не только город Нью-Йорк. И более того, я вам скажу, ребята, что если вы думали когда-нибудь, что статуя свободы находится в Нью-Йорке, нет. Юридически она находится в штате Нью-Джерси. Вот так вот. Или как произносят местные, Нью-Джерси. Вот. Называйте как хотите, мне все равно. Северная природа. Нью-Йорк находится на севере. Ну, ближе туда уже, к Канаде. Она просто великолепна. Посмотрите, какие краски. Такие желтые, насыщенные. Хотя, наверное, более бледные, чем насыщенные. Но, в общем-то, у меня нет слов. Как красиво. Хочется смотреть на это. Если подняться еще выше, в штат Вермонт, в штат Мэн, и если застать такую же погоду, солнечную, ясную, то, поверьте мне, краски будут еще краше, если можно так сказать. Вот. Что хочется, о чем хочется поговорить? У нас, путешественников, которые так же, как и я, путешествуют по Америке, есть свой чат в WhatsApp. Есть несколько чатов. Один из них общий чат. У нас, таких путешественников, как и я, их по Америке очень много ездит, есть несколько чатов, в которых мы общаемся, делимся какой-то информацией о каких-то интересных местах неожиданных, куда, может быть, лучше не заезжать или наоборот посетить. Вот. А есть еще чатик такой, как бы, ну, у всех по интересам, кто-то по рыбалке, кто-то по охоте там. Есть чат такой «Ночная жизнь» называется. И там общаются те, кто любит ездить по ночам. Ну, соответственно, идет общение, люди не засыпают, что очень важно, ну и рассказывают всякие интересные истории. И вот однажды ночью в этом чате
была такая замечательная тема. Ну, кто хотел, делился какой-то музыкой и рассказывал какую-то историю из своей жизни, которая связана вот так или иначе с этой музыкой. Я думаю, что у всех есть такие песни, такая музыка, слыша которую струны души ваши натягиваются, и воспоминания льются рекой, скажем так. И я тоже не исключение, у меня тоже есть такие композиции, которые навевают мне, открывают дверь, так сказать, в мое прошлое, помогают вспомнить каких-то людей, какие-то события. В общем, вот. И там, да, были тоже такие интересные, неожиданные, я бы сказал, композиции выстреливали. Ну, у людей связано было. Там они рассказывали свои истории, кто-то любил под эту песню, кого-то любили под эту песню, ну, под такую-то там. У кого-то была история с братом, и песня была «Руки вверх, студент». Что же ты, студент, там, и так далее. Вот. Все делились, так было душевно. И просидели, проехали в ту ночь, всю ночь. То есть прям до 6 утра. И у людей было не в одном глазу. Потому что это, я думаю, всем знакома такая ситуация, когда ты сидишь с друзьями или с родственниками, или просто с какими-то людьми, общаешься, может быть, там выпиваешь или просто общаешься. И так вам хорошо вместе всем, что хочется, чтобы эта ночь не кончалась никогда. Вот, и у нас, ну, вот в этом чате была примерно такая же атмосфера, скажем так. И, в общем-то, да, все признавали, что это было очень душевно. Вот. Что, собственно, рассказать вам о душе. Видите, весовая станция очередная, да, но работает, когда моргает. Соответственно, сейчас она не моргает, значит, можно проезжать мимо. Но вообще, конечно, просто так проезжать мимо весовых станций, ну, такая себе идея. Потому что ловят, я знаю, и наказывают. Вот. Но нам это сейчас не грозит, потому что мы просто путешествуем. Вот и все. Как вам природа Нью-Йорка, штата Нью-Йорк? Сейчас мы доедем до некоторых таких красивых гор, что ли. Вот, и там будет на что посмотреть. Вообще денек такой осенний, но такой классный. Прямо душа моя поет, так сказать, а сердце плачет. Вот. У меня, конечно, тоже... Чего, да, вот сумбурно так рассказываю, друзья, а что делать? Такой вот я человек. У меня тоже есть друзья и родственники, с которыми я... Ну, хорошо, что вот часть, маленькая часть из них, но уже приехала к нам сюда. И мы регулярно встречаемся и болтаем, и смеемся, хохочем. И это очень классно, что у меня такое тут есть. К сожалению, многие люди, которые сюда приехали, они одни вообще. То есть не просто там у них семьи нет, точнее, не просто у них друзей нет, а даже семьи нет, они просто одни. И для многих общение в таком чате — это, скажем так, немножко прикоснуться к людям, к обществу. Это очень важно. Вот. Ну, естественно, у меня есть друзья и родственники в России, по которым я очень сильно скучаю. И хочу их увидеть как можно быстрее. Вот. И тебя, Илья, тоже. Илья из Березняков. Тоже мой постоянный зритель, как и Артем. Тебе тоже передаю большой привет. Также я передаю большой привет огромный Андрею Чеснокову.
Также я передаю большой привет всем подписчикам, которые пишут мне комментарии постоянно. Есть такие люди, которые регулярно отмечаются в комментариях. Например, Николай Перевалов, Андрей Ческидов, Николай Родионов и много других людей, которые оставляют свои комментарии. Я их все читаю, стараюсь лайкать, отвечать, когда есть возможность, но, к сожалению, не всегда получается. Но спасибо вам, что вы смотрите, что вы комментируете. И я надеюсь, что вам хоть чуть-чуть интересно смотреть подобные пейзажи, так сказать, Нью-Йорка. И скоро мы пересечем границу с Нью-Джерси и поедем дальше. Честно говоря, я не знаю, что вам еще рассказать. Что-то сумбур в голове, наверное, бутербродик. Мешает мыслительным процессам. Надо потупить немножко. Видите, вот там самолет наворачивает круги. Что там он делает, интересно, непонятно. Вот, но посмотрим. В общем, давайте еще попозже что-нибудь вам расскажу. Я что-то я не, скажем так, не в ударе сегодня. Просто хочется наслаждаться видами красивой природы. Это, наверное, не самолет, это, наверное, планер. Что там кругами крутится, не знаю. В общем, вот. Добрый вечер, друзья. Включил вот такую лампу, чтобы было видно меня. А тут темень тьмущая. Вот смотрите, покажу вам, да, разницу. Хоп и хоп. Такой фонарь у меня есть обалденный. Я уже в штате Мичиган приехал. Сегодня я ехал целый день. Ну, не целый день, часов так, 10. Просто была лень. Даже не лень, а просто не хотелось ничего записывать. Так, записал пару видов прекрасной природы Ohio. Сейчас схожу на трак-стоп, налью себе чайку, сделаю бутербродик, перекушу перед сном и сяду монтировать видео. Я посмотрел, у меня, оказывается, есть спонсор моего канала. Зовут его Андрей. 3 месяца назад он стал спонсором и до сих пор остается спонсором. Это очень приятно. Спасибо тебе большое, Андрей. И теперь все видео, которые будут выходить на канале, ты будешь видеть первый, как и другие спонсоры. Если какие-нибудь появятся, я уж, честно говоря, забыл, что это такое. Спонсорство и прочие комментарии, спасибо и так далее. Очень приятно, очень. Эта неделька все, закончилась. До встречи на следующей неделе. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Пишите, что бы вы хотели видеть. Просто я вам показываю все, что считаю нужным. Ну, не знаю, насколько это интересно, неинтересно. Просто рассказывать то же, что рассказывают там миллион других блогеров. Какой в этом смысл? Вот. В любом случае, спасибо всем, кто смотрит. Очень приятно, очень классно. И до встречи.